иранцы или славяне? Загадка 4 славянских племен. История славянских племен – одна из наиболее сложных для изучения. Многочисленные племена, возникающие из ниоткуда, приписывание к славянам других народов по политическим соображениям, которые только запутывают картину, деление на 3 ветви – западных, восточных и южных, которые так не похожи друг на друга, как будто разные народы. Одна из граней этой проблемы – феномен 4 славянских племен. Речь идет об антах, сербах, хорватах и северянах. Отличает их от прочих то, что их племенные названия выводятся не из славянских языков, нам прекрасно понятных, как поляне, жители поля, древляне или поморяне, а из далеких иранских языков. Казалось бы, какая связь между народами за тысячи километров? Довольно тесная. Так как восточные иранские языки были разговорными для кочевников современной Украины и Юга России, кемерийцев, скифов, сармат и алан. Собственно, последние иранские народы исчезли из этих мест буквально за пару сотен лет до появления славян. Но предположим, так вышло случайно. Славяне взяли имена, которые им дали иранцы, и стали ими пользоваться. Однако такого не бывало ни с кем ранее. И у этих племен есть много общего, а с другими славянами – различного. Так, все 4 народа занимаются коневодством и слывут отличными всадниками, что очень не похоже на лесных и болотных жителей среди прочих славян. Все они обитают на самом юге, на краю славянских владений, в тех зонах, где чуть ранее обитали иранцы, что составляет отдельную загадку ученым, как племя с названием северяне живет на самом юге. Все эти народы, судя по археологии, имеют скорее южноевропейский внешний вид, длинноголовые, среднего роста и узкого сложения, с темными волосами и глазами. А вот славяне севернее куда чаще имеют североевропейский тип. Контуры разгадки уже видны. В зоне, где ранее обитали иранские кочевники-коневоды, появляются другие коневоды, внешне больше похожие на прежних жителей, чем на славян. Имеют неславянские племенные названия и неславянские личные имена. Как минимум, можно говорить о том, что славяне смешались с иранцами и восприняли многое из их культуры себе. А уже их упорное записывание в славяне имеет скорее политический резон престижа, чем реальное положение дел. Рассмотрим каждое племя подробнее. Анты – одно из древнейших племен славян. Упоминается готскими и византийскими источниками. Именно готы пишут, что анты и склавины одного рода в древности, но разные народы сейчас. Это сильная конница, хорошая ремесленная школа с украшениями в виде пляшущих человечков в косоворотках, что часто объясняется их славянством. Анты служат наемниками в Византии и часто нанимаются охранять границы империи. До нас дошли несколько имен антских лидеров: Бош или Бус, или же иранский Боас, Радегаст, Келлагаст, Хильбундий, Межамер, Усигард, Дабрагес и Даризий. К сожалению, даже такие имена, как Межамер или Дабрагаст, никак не выводятся из славянских, так как слово «добро» или «межа» были неведомыми древним славянам. Анты воюют конными, живут в небольших городках, больше похожих на поставленные на землю повозки, не признают рабство своих соплеменников. Их название племени выводится из восточно-иранских как крайние, последние. И действительно они были самым дальним из всех иранских племен. Хотя против этой версии выступает ряд филологов, аргументируя тем, что для обозначения пограничных владений в индоевропейских языках используется слово «мар» или «мер». Сравните немецкая «марка», «маркграф» и персидская «мерк», «марзабан», ровно с теми же значениями. Но славянские и тюркские версии названия ант выглядят еще менее обоснованными. Анты образовали отдельную от славян пеньковскую археологическую культуру, где множество артефактов говорит об иранском влиянии, а в последние годы обнаружен еще и массовый балтский след. Из-за огромных отличий от славянских культур историки России признают полиэтничный состав антов, как минимум из славян и остатков сарматского населения, а вероятно еще и огромного числа западных балтов. Расцвет антов пришелся на времена до нашествия гуннов. Их вождь Бус
бросил вызов готским правителям, победил в нескольких битвах, за что был хитростью убит, а еще 70 старейшин антов были распяты вдоль дорог. Эта война была прервана нашествием гуннов и разгром готов, но и анты пострадали так, что уже более не достигали такого могущества. Следующие степные завоеватели, авары, также не только завоевали антов, но и ликвидировали этот народ совсем. Анты не явились под стены Константинополя, так как с ним анты долгое время союзничали, что нарушало вассалитет. Их лидер, находящийся в заложниках у аваров, был убит, а на страну направлено карательное аварское войско. Цитирую: «Тем временем Каган, получив известие о набегах ромеев, направил туда Апсиха с войском и приказал истребить племя антов, которые были союзниками ромеев». Более об антах не упоминают летописи. Сербы далеко не сразу оказались в пределах современной Сербии. Византийцы прямо говорят, что это племя произошло от каких-то рабов, живших на границах империи, да и река рабов в Сербии слишком похоже звучит. Константин Багрянародный. Сербами же на языке ромеев обозначаются рабы. Почему и сервилами в просторечии называется обувь рабов, а цервулианами настоящую дешевую нищенскую обувь? Это прозвище сербы получили потому, что стали рабами Василевса ромеев. Он же пишет о народах сербанов и криватас, то бишь сербах и хорватах. Однако, незадолго до этого некая страна сорбов упоминается у Плиния далеко на севере, в землях киммерийцев, а Птолемей помещает их и вовсе между Кавказом и Волгой. И оба раза речь идет о землях иранских кочевников. О сарматах-сербах пишет и Тацит, что окончательно убеждает в весомых аргументах версии о некоем иранском племени, носившем это название изначально. И уже в V веке некая Белая Сербия, родина племени, указывается не где-нибудь, а в Германии, в Саксонии. Вероятно, гунское нашествие на Европу захватило с собой и иранские народы, которые после краха Аттилы остались на востоке Европы. Здесь сорбы живут в окружении германских народов и делятся на ряд племен: долеминцы, колодичи, сиуслы, житичи, худичи и нелетичи, из которых сформировались новое племя лужицких сербов и провинция Сорбия в Саксонии. Под натиском франков на восток сербы частично переселяются на юг, на Балканы, и смешиваются с местным населением из других славян, потомков даков, германцев и римлян. С восточноиранских языков серб переводится как охраняющий, присматривающий. Учитывая коневодство, это имеет разумное объяснение. Древние сербы сжигали мертвых вместе со скотом, что с одной стороны резко противоречит зороастрийским обычаям иранцев, но с другой не похоже и на славянские кремации. Зато коневодство и почитание волка вполне укладывается в сарматский национальный характер и род занятий. Тяжелая конница сербов была главным оружием народа, начиная с времен войн с Византией и Болгарией и заканчивая той же ролью сербских конных латников уже в армиях Османской империи. Аналогичная ситуация с хорватами. Их часто упоминают рядом с сербами и на Волге, и уже сейчас на Балканах. Название племени очень легко выводится из иранского, как хаурвата – страж скота. Конные пастухи проживали в Белой Хорватии, которая находилась в восточной Белой Сербии, и были приглашены византийским императором для охраны границы товаров. На Балканы, согласно легенде, их возглавили 5 братьев – Клоукас, Лобелус, Косентис, Моухло, Хробатас и 2 сестры – Тора и Боуга. Как видите, славянских имен тут немного. Однако западные хронисты пишут, что под этими хорватскими переселенцами скрывались готы и германцы. Как бы то ни было, в самой Белой Хорватии правители носят узнаваемые славянские имена – Гостомил, Словеник и Собеслав. Сразу после ухода на Балканы части народа, оставшиеся в Белой Хорватии, были атакованы поляками, которые на несколько лет полностью подчинили себе государство и ассимилировали народ. Вообще, под именем Белая Сербия и Белая Хорватия историки часто видят царство Сама, мятежников, которые сбросили иго-авар и почти полвека существовавших самостоятельно, пока авары не восстановили силы и не устроили им геноцид. В этой связи интересно, что франки пишут об использовании славян аварами как пушечное мясо, гонят вперед себя в бой. Если те выигрывают, то авары забирают себе добычу, а если проигрывают, авары стрелами гонят их в бой дальше. Пушечное мясо у франков именуется как бельфульк, что не находило достойного перевода. А вот славянское слово бивольк,
то есть пастухи, как раз объясняла, что франки имели в виду использование славян как пастухов скота, а затем уже как хашара в бою. И именно из пастушеского ополчения родилась знаменитая хорватская легкая конница, рассвет которой пришелся уже на эпоху просвещения. Северяне. Племя уже времен ранней Киевской Руси. Название пытались трактовать географически, якобы миграции с севера, или иранской традиции именовать север черным, а юг белым. Остановились же в итоге на иранской же версии слова «север», означающей черный, темный цвет, так как северяне могли быть прямыми потомками южноевропейцев-антов. Упоминают и гунское племя савиров, которые могли остаться в этих пределах и дать название народу. Однако археология не видит гунских артефактов, зато много керамики типично славянской и типичной же для антов. Но так или иначе северяне дали название северской земле, географически самые южные степные владения восточных славян. Помимо названия отличала северян и любовь к лошадям, городам без стен, зато с земляными валами, подобно скифам и сарматам. Северяне вошли в состав хазарского каганата, а затем и Киевской Руси, частично дав начало казачеству и северюкам, которые и спустя сотни лет без коня и оружия не мыслили свою жизнь. Таким образом, мы видим, каким сложным был этногенез ранних славян, что даже сарматские народы никуда не исчезли, а растворившись в славянах мигрировали по Европе, пока не достигли современных мест проживания. Пишите, что думаете по этому поводу в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дорогие друзья, критики и те, кто видит мои видео впервые, хочу анонсировать вам перезапуск Boosty и Patreon на моем канале. Не секрет, что YouTube довольно жесткая система со строгой модерацией, как с точки зрения правил поведения, так и тематики видео. Многие темы являются табуированными, закрытыми, не подлежащими обсуждению, что сильно сковывает тематику. И поэтому на Boosty для россиян и на Патреоне для иностранных зрителей будут свободные видео на те темы, раскрытие которых на YouTube будет невозможным и грозит всевозможными карами. Например, есть ли отличия в интеллекте у разных расовых типов, красивы ли дети от браков разных народов или это миф, почему женщины предпочитают иностранных мужчин и как с этим связана биология, и вообще как ведется половой отбор и наследуются признаки, какова роль разных народов в революциях и войнах прошлых веков, почему Гитлер истреблял евреев, была ли советская власть благом для русского народа или истребила его, существует ли черный расизм, и многое-многое другое. Подписывайтесь на Boosty и Patreon и получайте доступ к эксклюзивному контенту и обсуждениям.